Всем привет, на канале Александр Эмбрис. Сегодня к нам в гости попал лобзик Bosch PST 800 PEL с разломанным штоком. Короче, пилка как надо не всовывается. Во-первых, она стоит вот так вот наперекос. Во-вторых, она не фиксируется. Просто сам наконечник, который фиксирует нашу пилку, да, оснастка-держатель назовем его, лопнул. Короче говоря, надо менять шток. Ну, помимо этого, естественно, сделаем дефектовочку, поэтому давайте разбирать. Раскрутили и вскрываем. Сразу видно, что лобзику как минимум не помешает чистка. Шток снят, и можно полюбоваться на поломку. Обратите внимание вот на вот эту вот шевелящуюся часть держателя оснастки. Она отломалась. Вот из-за этого менять надо весь шток. Оригинальные штоки на такие лобзики продаются вот в такой вот комплектации. То есть идет полностью держатель оснастки, резиновый пыльник вот такой в комплекте и нижняя втулка. Естественно, перед тем, как приступить к установке нашего нового штока, необходимо сделать дефектовку лобзика. Мало ли, вдруг там еще чего навернулось. Ну и, конечно же, его почистить, потому что вы видели, в каком состоянии он находится. Давайте, короче говоря, его разбирать под ноль, чистить и смотреть, что еще конкретно под замену. Выдернули содержимое из корпуса. Вот так вот. И пока что корпус отложим в сторонку. Ого, ребят, да тут шток вовремя сломался. Еще бы чуть-чуть, и посадочное гнездо вот этого подшипника провернуло бы. Ладно, полюбовались и хватит. Давайте для начала достанем щетки. Снимаю пружинку. Вот тут и шахты еще вымазанные, короче говоря. Щетка даже не вылазит самостоятельно. Ну ладно, сейчас подтолкнем. Короче, снимаем пружинки. Вот так вот. И можно доставать якорь. О. Щетки, короче говоря, плохо шевелятся. Еще бы чуть-чуть, и они бы опять же подвисли. Из-за этого повышенное искрение было бы. Ну и ничего хорошего в итоге. Значит, менять обязательно будем оба подшипника на якоре. Шахты, которые находятся вот здесь, в которых стоят наши щеточки, обязательно почистим. На электрическую часть посмотрели, теперь смотрим на механику. Ролик чуть-чуть подсношенный, но в принципе еще живой. Пружина нормальная, только нуждается в чистке. Толкатель вот этот стоит у нас на игольчатом подшипнике, подшипник хороший. Остается проверить только игольчатый сборный подшипник, на котором стоит шестерня. Но судя по тому, что она вообще не люфтит, он будет нормальный. Но, тем не менее, две стопорки снять нам не трудно, поэтому снимаем. Вторую стопорочку я снял для того, чтобы я мог вот эти противовесы снять, чтобы все почистить по-человечески. Вот так вот. Это вот, кстати говоря, толкатель на маятниковый ход пилки. О, точно. Если кому вдруг интересно, то вот этот вот эксцентрик толкает вот эту штуку и вот эту штуку. То есть за счет него работает противовес и маятниковый ход пилки. Это так, к слову. Как и предполагалось, игольчатый подшипник сборный, в принципе, в хорошем состоянии. Сепаратор не поврежден, но единственное, его надо почистить да пересмазать, раз уж сюда долезли все равно. Короче, приступаем к чистке всего этого дела. Почистили все наши деталюшки. Дефектов новых помимо подшипников выявлено не было, поэтому давайте заменим подшипники на якоре и приступим к сборке. Воспользуюсь магией монтажа. С обеих сторон поставил новые подшипнички 608 фирмы NMB. Вот такая вот красотища. Все, в принципе, можно приступать к сборке. Начну, пожалуй, сборку с алюминиевого корпуса и сборного игольчатого подшипника. Потому что если я поставлю противовес и вот этот рычажок, то они мне просто-напросто будут мешать при сборке вот этого подшипничка. Приступаем. Кстати, да, при сборке пользуйтесь вот такой вот густоватой смазкой, для того, чтобы ваши вот эти все иголочки на нее прилипали и не падали.
Вот наш игольчатый подшипничек и собран. Теперь малость лубрикантика вот сюда, вот на корпус. И устанавливаем наш вот этот вот толкатель для подрыва. Для маятникового хода пилки. Ё-моё, выговори еще это все попробую. Капец. Затем устанавливаем противовесик. Вот так вот. И можно устанавливать шестеренку. Обязательно следите за тем, чтобы иголки из нашего подшипника не повываливались при установке шестерни. Хорошо прицеливайтесь и покручивайте. Вот примерно так вот. Все. Все зашло хорошо. Дабы закрепить результат, берем вот эту вот пластинку, ложим на шестеренку и фиксируем всю эту красотищу стопорным кольцом. Ту же манипуляцию проделываем со второй пластинкой и с маленьким стопорным колечком. Возьмем вот этот толкатель, изнутри мазнем игольчатый подшипник и сразу поставим на место. Вот такая вот красота у нас получилась. Это откладываем в сторонку. Теперь берем статор. Не забываем, щеткодержатели к этому моменту должны быть уже вычищены вообще, прям блестеть как не знаю что. Вставляем якорь и аккуратненько вставляем щеточки. Они в буквальном смысле вот так вот, как у меня, должны проваливаться. После этого устанавливаем пружинки. Вот так вот. Устанавливаются они вручную. То же самое со второй. Теперь нам необходимо соединить вот эти вот два блока воедино. Вот так вот. После этого можно брать наш корпус. Ну и, естественно, все это дело аккуратненько устанавливать. Не спеша, прицельтесь хорошенько, чтобы все попало туда, куда должно попасть. Еще раз убедились, что все детали стали хорошо. После этого вот этот толкатель, который стоит на ведомой шестерне, ставим в крайнее верхнее положение, вот где-то примерно так. Это нам надо будет для удобства установки штока. Ставим на шток вот эту вот втулочку, ну и приступаем к установке самого штока. Значит, наша задача попасть в специально отведенное в корпусе отверстие втулками и пыльничком. Вот примерно так. Все. У нас есть здесь вот такая вот пружина. Ее мы ставим вот сюда, вот так вот. Есть маленькая вот такая загогулинка. Часто, кстати, спрашивают, что это такое. Это фиксатор нашей платформы. Вот этой маленькой звездюлькой платформа цепляется на определенном угле, если вам вдруг надо под углом пилить. Ну вот нам и осталось установить ролик. Ну и по мелочи кое-что. Поставили на ролик пыльник, ролик поставили на место. Затем берем вот эту вот штукенцию, устанавливаем опять же в корпус. Ну и как бы детали у нас закончились. Осталось красивенько затусовать кнопку включения. Вот эти вот все провода. Ну и естественно смазать редуктор по-человечески. Приступаем. О, точно. В последнем видео, точнее не в последнем, не знаю, каким оно там по счету будет, меня спрашивали, почему я не прикрутил вот эту вот штуку для фиксации провода. Да потому что в некоторых бошевских инструментах предусмотрена вот такая вот пластиковая фигня, которая просто перекашивает, грубо говоря, провод вот таким макаром и фиксирует его тем самым. Если в инструменте провод фиксируется вот таким образом, то завод-изготовитель не фиксирует дополнительно провод еще вот этой пластиковой накладкой с шурупами. Вот, надеюсь, на вопрос ответил. То есть здесь доп. Фиксация просто не нужна. Ладно, что-то я отвлекся. Кнопку поставили, провода завели, мелочевку установили, редуктор смазали. Остается взять нашу платформу. Вот так вот зацепить. Она в расслабленном состоянии не мешает установке корпуса верхнего. Ну и, конечно же,
После этого можно накрывать верхним корпусом. А так вот. Ну и естественно, закручивать. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверим держатель оснастки. Берем пилку, целимся, тянем на себя, вставляем. Держится. Оттягиваем держатель, достаем пилку. Еще раз. Все работает хорошо. Ну а теперь чисто ради прикола проверим маятниковый ход пилки, ну и то, что лобзик работает в принципе. Это у нас выключенный маятниковый ход. Включенный. Все работает. Судя по предыдущему видосику, вам нравятся интерактивчики, поэтому сегодня проводим очередной. Под этим видео пишите, какой конкретно вам инструмент больше всего нравится. Там Bosch, Makita, AEG, Milwaukee, Hilti, Philips, ну короче, пишите тот инструмент, который нравится вам. Желательно с небольшим обоснованием. Ну а я надеюсь, что ваши лобзики пилят ровно, что держат ваши пильные полотна хорошо, поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, ну и хватит.